Друзья, всем привет! Продолжаем рассказывать про разные интересные устройства для нашего умного дома. И сегодня я хочу вам рассказать вот о таком вот умном датчике дыма. Поехали! Итак, начнем, как обычно, с того, что это такое и для чего это нужно. Это умный датчик дыма. Данная штука вешается, допустим, куда-нибудь на стену или на потолок и контролирует задымленность в помещении. При всем при этом он у нас подключается либо к системе Smart Home, либо Tuya Smart. Делается это по Wi-Fi и добавляется в наше любимое Wi-Fi приложение. Когда он обнаруживает какое-нибудь задымление, а делает он, наверное, это посредством оптического датчика, который установлен у нас внутри, то нам на наш смартфон приходит уведомление о том, что в помещении задымление. И к нему, так как он подключен у нас к системе умного дома, можно делать разнообразные умные сценарии. Допустим, выключать электроприборы, или включать сирену, или там, свет, не знаю, прожектора, все что угодно. Все как настроите. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Приходит все это дело вот в такой вот коробочке. Как обычно, к сожалению, помятый. Внутри лежит вот такой вот датчик дыма, крепежные элементы и очень-очень маленькая инструкция, в которой написано, как все это дело подключается, к чему подключается и так далее. По самому датчику дыма. Вещь, кстати, достаточно массивная. Как видите, на всю ладонь. Здесь у нас есть кнопка «Тест». Если мы на нее нажмем и зажмем, он начнет очень сильно пищать. И внутри стоит 9-вольтовая крона. То есть питается у нас от 9 вольт от кроны. Открыли, поставили. После этого он начнет подавать признаки жизни, моргать и будет просить подключить его к системе умного дома. Ну а после того, как вы его настроили, эту штуку крепите на стену или на потолок, ответную планку, совмещаете одно с другим. Кстати, довольно проблематично почему-то попасть. И поворотом все это дело зажимается. И дальше он плотно висит. Ну что, проверим его на задымленность. Возьмем сам датчик, возьмем наше приложение, тем самым мы увидим, как на него приходит тревога, и дадим немножко дымка. Как видим, на приложение пришла тревога, и так как у нас настроены умные сценарии, при сработке датчика дыма у нас повыключались абсолютно все электроприборы на даче, все наши умные конвектора и так далее. При этом можем увидеть, что приложение показывает задымление 9,9 ppm. У него какая-то своя градация. Кстати, когда задымление не обнаружено, у нас всегда показывает примерно 1,5, 1,6. Кстати, орёт эта штука, как заметили, очень-очень громко. Даже на коробке написано, что громкость звучания кричалки здесь в районе 80 дБ, поэтому она еще и очень даже вас разбудит, если что-то пойдет не так. Саму эту штуку я завязал в умные сценарии у себя на даче со своими обогревателями и электророзетками.
Когда срабатывает датчик дыма, то он выключает абсолютно все умные обогреватели у нас на даче, выключает вытяжку, ну и раньше через умную розетку был включен бойлер. Теперь, к сожалению, он у нас включен напрямую через запломбированную розетку, ведь мы себе сделали электроотопление. А об этом я рассказывал вот по этой ссылке. Посмотрите, если будет интересно. Теперь давайте посмотрим, как все это дело выглядит в мобильном приложении TUE Smart. Вот мы заходим в свой личный кабинет, это наша дачка, как видите, работают 4 обогревателя, подогревают немножко домик. Также у нас здесь умная вытяжка, датчик протечки воды, градусник электронный, который стоит, и датчик дыма снизу в правом углу. Вот зайдем в его менюшку. Сейчас мы видим ppm 3,5, потому что до этого я провел испытание дымом, тут было 9,9, он потиху снижается. А в обычном режиме где-то 1.6-1.9 ppm показывает. Показывает, что no smoke alarm, нет тревоги на данный момент, однако в предыдущее вон снизу оповещение, что была тревога. Показывает состояние батареечки внутри 87%. И по сути все, больше здесь ничего нет. Если мы зайдем в настройки, то мы увидим, что можно поставить оповещение о разряде батареи, о задымлении и тестовое. Если зайти в верхние настройки в верхнем правом углу, то мы увидим, назовем его как угодно, датчик дыма. Я его называю датчик дыма в зале, в комнате. В информации об устройстве будет его IP, MAC адрес и так далее. Он может работать совместно с Alexa и с Google Ассистентом. И по сути все. Больше здесь ничего нет. Чтобы добавить данное устройство, нам нужно в верхнем правом углу нажать плюсик «Добавить устройство». И если мы в первый раз его подключаем, мы зажимаем на нем верхнюю кнопку, на которой было написано «Тест», он сразу появится сверху, где вот бежит такой кружочек «Поиск устройств». Если же он не появится, то нужно зайти в «Безопасность», опустить ниже. И выбрать детектор дыма. В нашем случае Wi-Fi. По умным сценариям. А вот что сделал с ним я. Зайдем в наши сценарии автоматизации и найдем сценарий на наш датчик дыма. Вот он. Как мы его настроили? Если датчик задымления обнаруживает задымление более 4 ppm, тогда он у нас выключает, как видим, умные сценарии по обогревателям, которые постоянно держат их включенными, отключает умное отопление, отключает сценарии по умной вытяжке, а дальше отдельно выключает каждое устройство. Все 4 обогревателя и умную вытяжку. Тем самым мы полностью обесточиваем все, что у нас подключено к умному дому. Обогреватели и вытяжку. Вот такая вот полезная и интересная штука, дорогие друзья. Такую вещь я поставил у себя на даче и обязательно еще закажу в город, в квартиру. Ведь безопасность прежде всего. Я уже рассказывал про достаточно большое количество подобных вещей. Теперь у нас есть и датчик дыма, и датчик затопления, и умные градусники, и умные розетки, и датчик открывания дверей. А еще я себе заказал умные выключатели света. Но об этом я расскажу как-нибудь потом. Ну, в принципе, по этой штуке все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Ссылочку, где брал, оставлю там. Всем пока!